В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Сос-Сус-Флей, или место, откуда не возвращаются. Температура песка в этих местах достигает 75 градусов. Красные песчаные дюны, окружающие высохшее глиняное плато с окаменевшими от времени и ветров деревьями. Им почти 1000 лет. По барханам мы добрались до места и испытали на себе огненную послеполуденную жару и суровость раскаленного песка, на котором можно готовить. Пейзажи здесь действительно марсианские. Лишь единожды в году, после сильных проливных дождей, воды наполняют плато и сохраняются в течение месяца. В остальное время Сос-Сус-Флей – это царство песка и сухих озер. Мы стали придумывать эпитеты к тому творению природы, которое увидели. Поцелуй солнца в песок, белая чаша заката, соль на губах пустыни, храм безмолвия. Но все оказалось не то. Что-то безжизненное, но прекрасное и вечное, и дышащее. Неживое может дышать? Оказывается, может. Уникальный абсолютно случай. На картинке нарисован спрингбок. И он же здесь стоит, красуется. Спрингбок! Калманскоп, или намибийский город-призрак. В начале 20 века здесь при строительстве железной дороги были случайно найдены алмазы, и на этом месте быстро вырос великолепный город с архитектурой в немецких традициях. Тут было все. Школа, больница, библиотека, концертный зал и, конечно, пивоварня. Город расцветал и стал образцово-показательным. Так продолжалось до начала 50-х, когда закончились алмазы. Алмазная лихорадка спала, и рабочие стали перебираться на другие месторождения в районе Оранжевой реки. Последний рабочий ушел в 1956 году, наверное, прихватив последний алмазик. С тех пор пустыня неумолимо поглощает постройки, засыпая их песком. Недавно из города сделали музей и восстановили несколько зданий. К сожалению, мы не зашли в него. То ли эмоционально устали, то ли денег стало жалко. Потом об этом очень пожалели. Мы возвращаемся к океану, неминуемому спутнику и сопернику суши. Эти безумные, суровые берега еще в 15 веке открыл португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш, первым обогнув мыс Доброй Надежды и назвав его мысом Бурь. А потом пропал без вести. Здесь в воспоминании о нем установлен крест. Есть в мире уголки, где чувствуешь, что достиг края земли, особенно представляя себя во времена домагеллановые. Именно о таких местах грезят мальчишки, когда им хочется мечтать о дальних странствиях и великих открытиях.
Здесь Атлантический океан, неистовый, необузданный, бушующий, волнующий. Здесь нельзя стоять, можно лишь висеть на сшибающем с ног ветре. Здесь чайки машут крыльями, а летят назад. Здесь воздух пахнет морской тиной, а машина ночью качается под порывами ветра, словно яхта. А огромные волны разбиваются о каменные преграды в мелкую пыль, покрывая лицо горячей солью. Вот мы и покидаем Намибию. Какая она? Это уже не та Африка. Вернее, это белая Африка, как ее называют. И это не только потому, что здесь много белых людей. Здесь нет уже привычного нам африканского быта и поведенческих правил. Нет африканской свободы. Свобода ограничена заборами, сеткой, идущей вдоль дорог, постоянно напоминающей «это чьё-то». Кому же нужна эта выжженная пустыня, неплодородная земля? Это не может быть пастбищем, трава не растет. Мы много раз задавали себе этот вопрос, пытаясь свернуть с дороги в поисках места для ночевки, но так и оставались ночевать на обочине. Может, это такая политика властей? Или выгодное инвестирование? Но кому нужна мертвая земля? А может, это имманентно присущее человеку желание обладать? Природа поразительна. Нас приятно удивил парк Этоша, пустыня и, конечно, ветреное, прохладное побережье Атлантики. В Намибии мы не встретили коррупции или вымогательства. Страна стремительно развивающаяся, безопасная. Прекрасные дороги, если они асфальтированы. Хотелось бы побольше гравиек заменить ими. И все же не покидает чувство, что здесь живет белый человек. А это уже не та Африка. Нас постоянно преследовал вопрос, нравится нам это или нет. С одной стороны, мы приехали именно в Африку. С другой, мы немного устали от непредсказуемости стран, которые посетили, от законов жизни, а не государства, от мира, где правит случай. Но странное дело. В предыдущих странах у нас было больше общения, контакта, было больше единения с людьми, рукопожатий, объятий. Намибия как-то удаленно и холодно, высокомерно держится в стороне от нас. Оставив за спиной приграничные трущобы и реку Оранжевая, немного уставшие, мы въезжаем в Южную Африку. Страну, наверное, самую неафриканскую из всех на нашем самом сложном африканском этапе кругосветки. Дорога до Кейптауна гористо-холмистая, пустынная, на последнем отрезке превращается в землю обетованную. Встретившись с рекой, они вместе плутают по холмам, потом и выпрямляются и полетели, окруженные виноградниками и садами цитрусовых деревьев. Вот они попрощаются, и дорога, выпрямившись, уверенно несется главной артерией к сердцу страны, Кейпу, который уже давно ждет к себе в гости ее, накрыв туманов Столовую гору, самый узнаваемый символ Южной Африки. Здесь, в этом мегаполисе и портовом хабе, мы должны будем попрощаться с нашим колесным гнездом, в очередной раз погрузив его в контейнер для отправки через Атлантический океан в другой мир, в Южную Америку, в далекий Уругвай.
Но все, о чем мы договаривались с транспортными компаниями, оказалось, мягко говоря, не так точно. В портах коллапс. 600 судов, 60 тысяч контейнеров болтаются на волнах, ждут своего причала, когда их пригласят для выгрузки. Агенты сулят нам недели, месяцы ожиданий и сложный логистический маршрут через Анголу и Бразилию. Хочешь, мы отправим через порт Лондона в северное полушарие. Это немного быстрее. Как? Наш автодом побывает в Англии? Но у него же нет фрака. Как все это стало напоминать кенийские пальмы, склоненные к теплым волнам Индийского океана, месяцы счастья, омраченные томительным ожиданием неизвестно чего. Неопределенность – самая долгая из дорог. Но так работают судоходные линии. И так строятся маршруты межконтинентальных автопутешественников. Мы не знаем, что делать. Рвать волосы глупо, слишком мало их осталось. Когда отойдет корабль, никто не знает. Может, в этом месяце, может, в следующем. Ждите. Но все равно нужно забронировать и оплатить, а то и на него не попадете. Места закончатся. Это не пришел в магазин купить печенье и сразу съел его после кассы. Это игра, рулетка, южноафриканская рулетка. А сколько времени в пути контейнер? Вы говорили месяц? Нет? Уже 2? Я понимаю, добавились транзитные порты, но это не все. Здесь давно в воздухе витает атмосфера рождественских праздников, и многие компании не работают. Так что если даже и придет кораблик в декабре, то неизвестно, кто будет его грузить. А пока мы находим компаньона, вторую машину в контейнер на время долгого плавания, чтобы нашим колесным было веселее в пути, а нам дешевле. Это Land Rover Defender и его владелец – неунывающий итальянец Роберто, объездивший полмира. Удивительно уютный городок Стелленбош недалеко от Кейпа официально второй по древности в ЮАР, но на самом деле первый. Своей великолепной природой он раньше всех подкупил голландских поселенцев. Его окружают живописные пейзажи с горами и виноградниками, а узкие улочки зажаты между старинными зданиями, в которых уютно расположились кафе. Большинство туристов приезжают сюда ради дегустационных винных туров, ну а молодежь — ради обучения в одном из лучших университетов Южного полушария. Мы провели здесь 3 дня. Отдохнули в потрясающей квартире, ключи от которой любезно предоставили нам ребята из России, уже 30 лет живущие в Южной Африке. А за вечер с ними мы узнали много интересного о стране и ее особенностях. В Стелленбоше мы прогулялись по великолепному ботаническому саду, наслаждаясь запахами растительности и тенью крон. В саду уютно расположились лавочки, на которых хотелось весь день провести с книжкой. Собрались с мыслями и постарались прийти в себя и успокоиться. Первые голландские колонисты ступили на землю южной оконечности Африки в середине 17 века. Вместе с ними сюда пришел и иной мир – корабли, нагруженные рабами из Азии и Западной Африки. На берегах будущей ЮАР постепенно складывалось общество, построенное на резком разделении. Одни властвовали, другие были лишены свободы. После наполеоновских войн колония перешла под власть Великобритании.
Но за десятилетия здесь уже сформировалась особая общность потомков европейских переселенцев. Они называли себя африканерами и говорили на языке африкаанс, своеобразном сплаве французского и немецкого. Их мир был пронизан суровым пуританским духом, строгая религиозность, патриархальный уклад, вера в избранность своей расы. Их мировоззрение не предполагало считать равными себе рабов и местное население. И хотя Британская империя вскоре отменила рабство, разделение никуда не исчезло. Белое меньшинство жило обособленно, а коренные народы и потомки привезенных рабов оставались на обочине общественной жизни. Войны африканеров с англичанами пробудили в них сильное чувство национальной идентичности. В политике все чаще звучали идеи расового разделения. Со временем они оформились в систему, получившую название апартеид или раздельное проживание. Были приняты законы, запрещающие отношения между людьми разных рас и даже совместное пользование многими общественными пространствами. Одной из основ этой системы стали так называемые бантустаны – особые территории, куда насильственно переселяли небелое население. Территория бантустанов не входила в состав государства и была резервацией, где люди обязаны были постоянно носить с собой специальные пропускные книжки и предъявлять их по требованию белых чиновников. Африкаанс стал обязательным языком во многих учебных заведениях. Но молчаливое повиновение длилось недолго. По всей стране начали возникать мирные демонстрации против несправедливости. В ответ власти открывали огонь. Международное сообщество постепенно осознало масштаб происходящего, и по решению ООН апартеид, система расовой сегрегации и унижения, был признан преступлением. В авангарде борьбы оказался Нельсон Мандела, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. Он был арестован за свою деятельность и провел в заключении 27 лет. Многие из них в тяжелых условиях в островной тюрьме. Но именно эти годы превратили его в символ борьбы за свободу и достоинство. Он говорил: «Я хочу видеть общество равноправным, без господства какого-либо класса. Ради этого идеала я готов умереть». Лишь в 1990 году Мандела вышел на свободу. Спустя несколько лет он стал президентом страны, которая стояла на пороге глубоких перемен. Бантустаты были упразднены и вновь вошли в состав государства. Южная Африка была провозглашена республикой, где равные права и возможности принадлежат всем ее гражданам. Однако переход к новому обществу оказался непростым. И все же государственные программы и реформы помогли улучшить условия жизни миллионов людей и избежать социального краха. Сегодня, хоть и с огромными проблемами, Южная Африка остается одной из самых развитых стран континента. И в этом есть несомненная заслуга поколения политиков во главе с Нельсоном Манделой, начавших путь от разделения к примирению людей и искоренению этого самого страшного недуга человечества – расизма. Вчера мы припарковались на людной набережной среди ресторанов и музыки, распечатали коробку вина и отпустили мысли. И вот к нам в окно заглядывает человек в форме. «Вы пьете вино?» «Ну и что? Мы не за рулем, пьем у себя дома». «Вы не можете пить вино в общественном месте, даже в машине». «Мы не пьем его, оно просто стоит», — соврали мы. «Вы пили, я видел. В любом случае мы должны его изъять, иначе вы поедете с нами». Странные законы. Подъехала вторая команда и обступила нас, не давая закрыть дверь. Женщины, мужчины, форма, козырьки. И мы отдали. Они еще выписали штраф и растворились в ночь с нашим вином. Достали новое, но вечер уже так себе. Мысли вернулись в голову. Мы едем к мысу Доброй Надежды. Что еще можно сказать?
Это и результат, и конец нашего первого 9-месячного этапа путешествия. Многие думают, что это южная конечность африканского материка, но это не так. Южная конечность — это мыс Игольный. Он внешне ничем не привлекателен и находится в 200 километрах отсюда. А Добрый — это где встречается теплое мозамбикское течение с Бенгельским, холодным, Индийский океан с Атлантическим. Это символ открытия морского пути в Индию, символ надежды моряков, символ перемен. И он прекрасен. Это мы с Доброй Надежды добрались. Отойди. Вот так все и было. Сейчас смотришь на карту и думаешь, какую крохотную часть мира мы охватили. Окажется, что путешествуем уже всю жизнь. И вот еще что. Все это время я писал. Иногда с удовольствием, с легкостью, когда строчки сами вытекают из-под пера. Иногда, превозмогая себя, выжимая как губку. Днем в тени дерева или ночью, проснувшись в духоте машины, положив спящую голову сына себе на плечо. Для кого я пишу? Для себя, вскрывая свои мысли, чувства, впечатления, пытаясь найти в них квинтэссенцию, перекладывая на клавиатуру. Думая, что когда-нибудь эти тексты лягут в основу фильма. Писать необходимо для упорядочения мыслей и для их материализации. Писал бы я, если бы не читали. Нет, не писал бы. Любому человеку нужен выход его созидательного труда вовне. Нужно подтверждение, что кто-то этим воспользуется, кто-то это полюбит. И вот еще что. Мы все меняемся. Может быть, вы найдете противоречия в моих словах, в текстах. Это естественно, ведь мы, люди, такие изменчивые, такие несовершенные, такие гибкие и очень странные. В следующей серии мы насладимся красотой Южной Африки, поднимемся на Столовую гору, прогуляемся по набережной Кейптауна и прочувствуем всю атмосферу этого сумасшедшего города. Распрощаемся с африканским континентом и разлетимся в разные стороны, в неведомое будущее. Путешествуйте с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.